Не зря еще со времен Достоевского всем знакомо понятие русской души и ее темных и мрачных глубин. А что будет, если эта самая душа начнет превращать свою боль в искусство? А получится произведение, пропитанное такими чувствами, которые способны отзываться у людей по всему миру. Анимации Lazy Square набирают миллионы просмотров, возможно, потому что в некоторых из них он рассказывает о своей нелегкой жизни, которая знакома очень многим из нас. А возможно, потому что мультфильмы этого автора, очень необычны и постоянно ломают ваши шаблоны, стереотипы и привычное восприятие вещей. Вот представьте себе будничную историю, где весьма упитанная женщина решает взвеситься. Она встает на весы, картина там явно удручающая. Поэтому она берет стул, встает на него и виснет. И вы могли бы подумать, что дамочка не выдержала таких цифр и сдалась, но нет. Вместо ожидаемой петли с потолка свисают кольца, на которых она упорно подтягивается. И это не что иное, как пародия на типичную рекламу Nike. А вы что подумали? Вот и я так сначала подумал. Сегодня мы посмотрим все мультфильмы Lazy Square, и я разберу скрытый смысл каждого из них. Потому что в этих коротких анимациях заложено очень много всего. Каждый кадр имеет значение, и в каждом кадре таится нечто, что вы могли бы пропустить. Так что ставьте лайк и заваривайте чаек, или что вы там пьете. И погнали смотреть. В мультфильме «30 потраченных впустую лет» мы видим ребенка, который развлекается с игрушками. А вот он уже рисует свои первые каляки-маляки. Плакаты на стенах меняются, как и его увлечение. От увлечения Дэнди и сбора модели кораблика он переходит к играм на компьютере и записыванию треков на гитаре. Школа, универ, первая любовь. И у всего один и тот же монтажный стык. Сменился постер на стене. Как будто внутренняя эволюция героя, его внутренние изменения равны переклейке афиш. Герой слишком похож на нас с вами, обычных людей. Мы меняем постер одного фильма на другой, меняем постер с Эминемом на постер любимой компьютерной игры. И, казалось бы, никакого глубокого смысла в этом нет, но что если Lazy Square хотел не просто вызвать чувство ностальгии этими плакатами, а показать какую-то важную часть своего внутреннего мира? Не просто так главный герой в этом мультфильме полюбил Эминема и Матрицу. Нео из Матрицы был очень сильным героем. На него надеялось все человечество, и в итоге он это человечество спас. Эминем – первый белый человек, который начал читать рэп. До него рэп читали только чернокожие. Все это очень сильные истории про стойких духом людей. И, конечно же, тебе тоже хочется быть таким крутым. Тебе хочется быть важным и ценным, тебе хочется достичь каких-то высот. Но вот ты заканчиваешь универ, устраиваешься на свою первую работу и сталкиваешься с жестокой реальностью, в которой тебе платят сущие копейки за работу. Да и сама эта работа тебе как будто бы не очень-то и нравится. И это сильно вгоняет в депрессию. Оказывается, в реальности очень сложно стать каким-нибудь Эминемом. Эминемом. А вот спится всегда довольно легко. И вот у главного героя появляется планшет. Это момент озарения «я буду рисовать». На секунду кажется, что он наконец-то обрел себя и сможет из депрессии выйти. Он превращает свое депрессивное состояние в ремесло. Линию, штрих, смешной гротеск и мем. Но планшет просто становится новой игрушкой. Главный герой не лечит внутреннюю пустоту, он ее рисует. Герой все больше погружается в себя и замыкается в себе. Он так и не научился разговаривать с другими людьми и как-то с ними взаимодействовать. И вот финал. Одинокий, пьяный, лысеющий мужчина, у которого в руках та самая детская дрянь. Вы же обратили внимание на эту игрушку, с которой развлекался ребенок в самом начале? И вот он же, повзрослевший 30-летний мужик, достал эту игрушку, и она уже не приносит ему былого удовольствия. Вся эта история – это попытка вырасти без взрослых. Телевизор вместо семьи, игрушка и алкоголь вместо психотерапии. И если так прожить 30 лет, действительно сложно как-то измениться и стать другим. И, кстати, вы обратили внимание, что по телевизору показывали Горбачева, развал СССР и тот самый балет «Лебединое озеро». В мультфильмах этого автора просто поразительное количество деталей, и мы убедимся в этом дальше. С каждым новым роликом Lazy Square все точнее изображает безысходность, с которой все мы сталкиваемся, потому что узнаем в этом себя. Кто-то спивается от этой безысходности и впадает в депрессию, а кто-то, наоборот, становится озлобленным на весь мир и использует все доступные ему средства, чтобы стать королем этого мира. Вот вы могли себе представить хоррор, в котором главную роль играл бы бездомный кот? А наш аниматор такую историю нарисовал. В мультфильме под названием «Котик» мы видим маленького, бедного, промокшего под дождем кота.
который жалобно мяучит под дверью. Ему открывает молодая пара, девушка с парнем. Но прежде чем мы продолжим смотреть этот мультфильм, я бы хотел вас попросить подписаться на мой Boosty. Там я выкладываю запись стримов, в которых обсуждаю и разбираю разные мультсериалы. А еще на Boosty есть пара полноценных роликов, которых нет на моем YouTube-канале. Да и вообще, я был бы благодарен любому донату, который вы мне отправите. Ведь мне, как и Lazy Square, Подай не драться. Но мне нужна еда. Ссылка на Boosty в описании, а мы возвращаемся к мультфильму. Молодая пара улыбается коту и впускает его в свой дом. Девушка протирает его полотенцем, ее парень наливает молоко, а кот вместо благодарности выплевывает комочек шерсти и противно так мяукает. Ночью, когда люди легли спать, кот растянулся между ними и чуть ли не выпнул мужика с кровати. А утром запрыгнул на стол прямо во время того, как молодая пара завтракала. Столкнул бокал на пол, выплюнул комочек шерсти и вновь издал противные звуки. Девушку все это умиляло, а вот парень начал настораживаться. И не безосновательно. День ото дня все становилось лишь хуже. Вот он работает за ноутбуком, а кот скидывает с полки совместную фотографию этого парня и его девушки. Потом опрокидывает бокал вина на кресло. Ночью выпинывает парня с кровати, а утром за завтраком пытается отобрать у парня сосиску и улетает со стола вместе со скатертью и тарелкой с едой. Когда же мужчина выходит из дома, чтобы отправиться на работу, кот выезжает из гаража на его машине и уносится куда-то прочь. А девушка все это время продолжает умиляться такому котику. Нет, ну это что такое вообще? Из-за того, что кот угнал машину, парень опоздал на свою работу, и его в тот же день уволили. А потом и вовсе выяснилось, что его рабочее место уже занял тот самый кот. Ошеломленный мужик выходит из офиса вместе со своими вещами, и его тут же принимает полиция. Но за что его арестовывают? За то, что в машине парня нашли мертвую проститутку с кучей денег и оружия. Это ведь явно кот постарался, кот его подставил. И вот наш главный герой, офигевший с нервным тиком, сидит в тюрьме, и кто-то в окошко к нему кидает письмо, в котором фотография кота в постели с его девушкой, с его улыбающейся девушкой, и надписью снизу «Я трахнул ее». Не выдержав всего этого, парень уходит из жизни, и даже тут кот от него не отстает. Он пытается через окно дотянуться до его тела лапой и как-то поцарапать, а в это время на экране появляется надпись «Ничто в этой жизни не находится в безопасности, кроме твоей крипты». Да, это реклама какой-то крипты, и единственное, чего не может котик, так это зайти в аккаунт этого парня, потому что он надежнейше защищен. И вот казалось бы, ну супер упоротая история, она чересчур выкрученная и вообще... А ты веришь? Веришь, потому что она настолько странная, абсурдная и столько эмоций в тебе вызывает, что ты уже сам готов в эту крипту вложить все свои деньги. Ох, если бы у меня были деньги... Ну, вы же помните про мой Boosty, да? Может, лет через 20 когда-нибудь, благодаря вашим донатам, я смогу позволить себе купить квартиру в новостройке. Главное, чтобы не вышло, как в следующем мультфильме. Жилой комплекс «Синяя долина» — это комфортное место вдали от городской суеты. Не жизнерадостно? Нет? Разве вам не нравится куча машин вокруг и запаркованная детская площадка, а низколетящие самолеты и заклеенные объявлениями столбы, на которых предлагают взять миллионные кредиты, и постоянный ветер с пылью и бумажками, несущимися прямо вам в лицо, не нравится? Да ну вы чё, а этот прекрасный вид из окна на соседа с куфа и капающая вода с потолка не нравится? Просторные квартиры, готовый ремонт, низкий цен, доступные условия ипотеки и прекрасный вид из окна. Упс. Внимательный зритель тут мог заметить вспышки в некоторых окнах, и, насколько я понял, эти вспышки — это выстрелы из оружия, что как бы иллюстрирует максимальнейшую небезопасность и огромное количество маргинальных личностей, живущих в таких районах. Ну и забитая машинами дорога, конечно же, и вечные пробки. Да... Вот в такие моменты понимаешь, что иногда самые странные и безумные сюжеты оказываются самыми жизненными. И, кстати, если вам нравится такой абсурдный юмор, то у меня для вас хорошая новость. Уже в сентябре на онлайн-кинотеатре Flex выходит новый сезон Бивиса и Батхита в очень крутой озвучке. А почем нынче металлика? Одного золотого слитка хватило бы. Бивис и Батхит вернулись. Это прямо та самая классика юмора, которая отлично разбавит весь мрак. А по промокоду FLEXLAT вы получите 50% скидку на любой тариф. Проходите по ссылке в описании и наслаждайтесь офигенными мультфильмами. Ведь онлайн-кинотеатр Flex очень удобен для их просмотра. Крайне рекомендую. Ссылка в описании. Короче, не самый жизнерадостный мультфильм у этого автора. Нет, ну а какие еще мультфильмы вы хотели увидеть
от русского художника. Но не все анимации от автора настолько мрачные и депрессивно-реалистичные. Даже в самой мрачной душе живет надежда. Лэйзи Сквэ способен на светлые истории. Он просто очень редко о них рассказывает, что делает их еще более ценными. В мультфильме под названием Space Rex маленький мальчик выходит во двор своего дома с тарелкой еды для его собаки. Но любимого пса нигде нет. К нему подходит отец с ружьем и окровавленный, испачканный грязью лопатой. На немой вопрос сына, мол, а куда подевался Рекс, отец показывает ему рукой на Марс и говорит, что его собака улетела туда. Мальчик расплакался, он очень тяжело проживает эту утрату. Ночью, лежа в своей кровати, ребенок замечает игрушечную ракету, которая висит над ним, и задумывается над тем, как построить настоящую, реальную ракету. Первый детский эксперимент по запуску ракеты оказывается неудачным, но Марс и желание туда долететь не отпускает его даже во взрослом возрасте. И вот он уже надевает на себя скафандр и готовится к полету на настоящей ракете, которая построила его компания SpaceX, что как бы тоже стёб и игра слов. Реальная компания Илона Маска называется SpaceX. Ну, вы же догадались, что этот мальчик — это Илон Маск. И вот он уже летит в ракете с фотографией своего пса, которого потерял в детстве. Это очень напряженный момент, потому что мы-то, зрители, понимаем, что ни на какой Марс собака не улетела. Отец просто таким образом не стал говорить ребенку, что он ее убил. Открывается люк, и уже обросший бородой Илон Маск зовет своего пса и пытается его найти. Но, кажется, это абсолютно пустая и безжизненная планета. На его зов никто не откликается. Он обреченно бредет по Марсу, падает на колени, но внезапно с гор сыпется песок. Он поднимает голову и обнаруживает там своего пса в скафандре, того самого Рекса, и ракету рядом с ним, которую запустила НАСА, и даже целый комплекс, в котором Рекс жил. Собака прыгает на Маска, пытается лизать его лицо через скафандр. Хэппи-энд! Я, если честно, сам чуть не прослезился, когда пересматривал этот коротенький мультик. Всего 1,5 минуты, а какая история, какой накал страстей, ну прямо рвет душу. Ты прям болеешь за этого Маска. Думаешь, ну камон, взрослый мужик, а все еще веришь отцу и думаешь, что собака каким-то образом на Марс улетела 20 лет назад, когда ни ракет таких не было, ничего вообще. А она взяла вот и улетела, и успешно там выживала все эти годы, и ждала своего хозяина. Но погодите, если собака жива и все это время жила на Марсе, то кого убил и закопал отец главного героя? Напишите свои версии в комментариях. В следующем мультфильме от Лэйзи Сквэ под названием «Мой худший день рождения в жизни» мужчина сидит в одиночестве, прислонившись к зеркалу и попивая шампанское. Никто на его день рождения не пришел и не подарил ему подарков. И он допился до такого состояния, что в какой-то момент отражение в зеркале встало и вышло из квартиры, оставив его в полнейшем одиночестве. Не знаю, бывали ли у вас такие дни рождения? У меня бывали. Как говорится, жиза. За всем этим черным юмором стоит реальный человек. Художник, который честно рассказывает о своих проблемах. И вдруг ты понимаешь, его мультики такие мрачные не потому, что он хочет эпатировать, а потому, что рисует то, что видит, то, что чувствует. Возьмем мультик про дыру на дороге. Казалось бы, простая история. Изначально это было какое-то болото, потом там решили построить город. Время шло, эпохи менялись, сменялись правительства, а дыру все так и не могли залатать. И когда какой-нибудь человек подходил к правителю и указывал ему на эту дыру и просил что-то с этой ямой сделать, этого человека избивали и всячески унижали. На всякий случай скажу, что все события вымышленные и все совпадения случайные. Конечно же, мы живем не в таком мире. У нас все дыры заделывают и вообще. Но этот мультфильм не просто про дорогу. Это метафора жизни в какой-то воображаемой стране, где проблемы не решаются, а просто существуют веками. И горе тому, кто осмелится на них указать. И тут я понимаю, Лэйзи Сквэ не просто развлекает. Он выполняет функцию зеркала, в которое общество боится смотреть. Он показывает нам то, что мы видим каждый день, но не решаемся назвать вслух. Во многих своих роликах Лэйзи Сквэ поднимает какую-то социально важную и значимую проблему. Он максимально жестко тычет этой проблемой вам в лицо и чуть ли не кричит: «Ребята, у нас тут проблема! Я же не один это вижу, да? Вы же все тоже это видите». Вот только он совсем не дает ответа на вопрос, а что делать-то с этой проблемой? Как ее решать и как найти выход из нее? И у меня тоже нет ответов на те вопросы, которые ставят перед нами авторы этих мультфильмов. Я тоже не знаю, как с этим быть. Да и сам художник этих мультфильмов тоже не знает, как жить эту жизнь.
и как справляться с ее трудностями и ее вызовами. Например, в ролике под названием «Новогоднее обращение» автор нарисовал самого себя, стоящего с дощечкой, на которой предлагает за копейки что-то нарисовать. Он говорит на английском языке, а женщина легкого поведения, которая стоит рядом с ним, переводит его речь на русский. Кажется, я понял, чем вдохновлялись создатели фильма «Анора». Ну, ладно, простите. Короче, автор на английском поздравляет своих зрителей с Новым годом и говорит, что у него нет новых мультиков, потому что ему надо очень много работать. И проститутка все это переводит слово в слово. Но потом автор говорит, что работает он много, потому что ему не хватает денег на наркотики. Так как мне надо работать, To buy some drugs. чтобы купить еды. I'm sorry, Простите, but I need drugs. но мне нужна еда. Lady Square — это не просто аниматор. Это голос поколения, которое выросло в переходное время, когда старые идеалы рухнули, а новые еще не сформировались. В его мультиках почти нет счастливых персонажей. Есть только те, кто еще не понял, насколько все плохо. Вот, например, батарейка из его версии «Матрицы 4». Батарейки предлагают 2 таблетки на выбор. И, конечно же, она выбирает синюю, чтобы выйти из матрицы и очнуться в реальности. А в реальности эта батарейка, оказывается, была в фалоимитаторе одной из сестер Вачовски, режиссера «Матрицы», который сделал операцию по смене пола и стал женщиной. Лучше бы батарейка выбрала красную таблетку и никогда бы не просыпалась в реальности. Неплохо ей там, наверное, жилось в матрице этой. И, кстати, а что если мы с вами живем в матрице? Вот ты, конкретно ты, что если ты живешь в матрице? Тебе хотелось бы проснуться? А в каком мире ты бы оказался? А что, если мы все просто мозги в пробирке, и нам просто показывают мир, в котором мы живем? Или, что еще хуже, или лучше, я не знаю, наш мир, и мы в нем просто вырабатываем энергию для двигателя какого-нибудь космического корабля, как это было в одной из серий Рика и Морти, где Рик отправился в искусственный симулированный мир, чтобы заставить людей, населяющих этот мир, работать. Эти люди в искусственном мире осознали, что находятся в симуляции, перестали ходить на работу, и из-за этого космический корабль Рика поломался. О, чудненько. Потому что энергия в него не поступала. Что если вот настолько все плохо? Но самое страшное не то, что показывает Lady Square, а то, как точно он попадает в болевые точки. Ну что, сын, кем ты станешь в будущем? Папа, я стану. Говно. Каждый его мультик — это срез общества, на котором видны все его неприятные и больные стороны. И особенно четко эта боль проглядывает в мультфильме про Симпсонов. Как бы выглядели герои оттуда, если бы жили в бывших странах СНГ? Мрачный, загазованный отходами заводов город, пустыри и разруха, и типичная школа, в которой, наверное, многие из вас учились. Ну, лично я учился примерно в такой. Выезжающего из подъезда мальчика на скейте останавливает Барт Симпсон. Отжимает у него сначала телефон, а потом и скейт. Пузатый и соскуфившийся Гомер Симпсон вместо выполнения своих рабочих обязанностей, он же все-таки на атомной электростанции работает, курит сигареты и смотрит что-то на своем телефоне, а уходя с работы, забирает с собой настольную лампу. Я так думаю, эту лампу он сам покупал на свои деньги и забирает ее, потому что боится, что его сменщик эту лампу может украсть. Мардж Симпсон скандалит с продавщицей в магазине и с очень недовольным лицом отправляется домой. А Лиза Симпсон, их дочь, играет на трубе в подземном переходе, но ее тут же принимают полицейские, потому что это, видимо, незаконно. И вот эта счастливая семья собирается дома. Гомер чуть не наехал на свою жену, и та его обматерила. И у меня тут просто слов нет, как это прокомментировать. Особенно то, что происходит на заднем плане. Думаю, настолько переосмыслить Симпсонов и показать вот такую типичную семью из Восточной Европы даже Балабанов не смог бы. На всякий случай оговорюсь, что я тут ничего не пропагандирую и просто обозреваю творчество художника, да? Да? Сейчас же вообще все по-другому. И солнышко светит, и там, дома новые, и пустырей нет, и люди все сплошь и рядом улыбаются и ходят счастливые и милые. Правда. И вообще, действие этого мультфильма происходит не в нашей стране. Ой, все, отстаньте. Давайте лучше посмотрим мультфильм про Дональда Трампа. Название у мультфильма очень пафосное. «Окончательный ответ». Максимально в стиле президента США. На нашу планету с огромной скоростью несется метеорит. И появляется надпись: «Для каждой проблемы у нас есть ультимативный ответ».
И ты думаешь, они огромную ракету с ядерной бомбой строят, да? Но это же тупо, нельзя взрывать метеорит, который несется прямо на нашу планету. Он просто разобьется на кучу маленьких осколков. И эти осколки не сгорят в атмосфере, они долетят до поверхности нашей планеты. И вместо одного большого взрыва, который мог бы устроить метеорит, будет очень много маленьких взрывов. И это убьет больше людей, чем один большой кусок камня. Ну, я так думал, пока смотрел этот мультфильм. Но Lazy Square удивил и тут. Оказывается, это была не ракета, а просто огромная рука, которая показывает фак. И перед самым падением метеорита на верхушке пальца этой руки вылезает американский флаг. Вот такой мощный, пафосный, ультимативный ответ был у Трампа на несущийся к нашей планете метеорит. Дело в том, что Трамп известен своим пафосом. Он делает очень громкие заявления и прямо-таки обожает писать капсом. А когда у него что-то не получается, когда реальность почему-то не становится такой, какой он хочет ее видеть, он просто забивает на это. Ему становится все равно. Например, в 2020 году Трамп анонсировал самый масштабный митинг в истории США. «Мы получили 1 000 000 заявок», — говорил он. «Это будет грандиозное событие. Такого Америка еще не видела. Народное восстание грядет». И что в итоге? Трамп выступал с трибуны стадиона, который вмещает в себя 19 000 человек. И даже такой маленький стадион оказался полупустым. На величайший в истории США митинг пришло всего лишь 6 000 человек. Так и в мультике этом. Ты думаешь, ну вот, Трамп сейчас что-то решит, построит огромную ракету, спасет человечество. Он же такие громкие, такие пафосные заявления сделал. Ультимативный ответ. Но нет. Он строит огромную руку, которая пафосно показывает фак летящему на Землю метеориту. Иронично, не правда ли? Мультфильмы Lazy Square — это отличное зеркало современности. Художник выкручивает обыденность до максимума и заставляет нас смеяться над собой, хоть мы этого с первого взгляда и не замечаем. Каждый его мультфильм буквально проникает куда-то под кожу и бьет в самое сердце. И если вы хотите еще больше увидеть мультфильмов, которые ломают ваши шаблоны и стереотипы, то я рекомендую посмотреть вам вот этот мой ролик и вот этот ролик.